Приветствую! Сегодня мы поговорим о том, как в самый разгар Первой мировой войны Османская империя прошла, по-настоящему страшный путь. От каких-то отдельных спорадических вспышек жестокости к созданию целой государственной машины насилия. Давайте разберемся, как именно это произошло в тот самый критический период с 1916 по 1918 год. И вот, собственно, главный вопрос, который тут нужно задать. А как вообще насилие превращается в систему? Но знаете, как из какого-то хаоса рождается порядок, только ужасный порядок. Понятно, что это не случается за один день. Это такой, знаете, медленный, но вполне целенаправленный процесс. И мы как раз и проследим его ключевые этапы. Вот просто представьте себе, как будто кто-то собирает пазл. Сначала это просто разрозненные кусочки, а потом бац, и перед нами уже слаженный и работающий механизм. Вот по сути то же самое и произошло здесь. То, что начиналось как какие-то отдельные, можно даже сказать, экспериментальные акты насилия, вдруг превратилось в продуманную государственную политику, в самый настоящий инструмент управления. Но чтобы понять, как такое вообще стало возможным, нужно сначала, так сказать, посмотреть на контекст, что из себя представляла империя в тот момент. А к 1916 году она, откровенно говоря, находилась на грани полного краха. И вот именно этот глубочайший кризис и стал той самой плодородной почвой, на которой и выросли семена радикализации. Империя была просто на пределе. Вот представьте, постоянные поражения на фронте, экономика летит в тартарары, по всей стране нехватка еды, голод, армия разбегается, дезертирство стало массовым. Все это буквально подтачивало государство изнутри. И вот в такой атмосфере, в атмосфере тотального кризиса, самые, казалось бы, безумные, самые радикальные решения, они вдруг начинают казаться не просто возможными, а единственно верными. И вот тут-то и происходит ключевой сдвиг в мышлении власти. В таких условиях государство все чаще делает ставку не на то, чтобы как-то интегрировать разные группы населения, договориться. Нет. Ставка делается на жесткий контроль, на устрашение, на принуждение. Сила становится главным, а порой и единственным аргументом. Так, и вот мы подходим к абсолютно поворотному моменту. Это та самая точка невозврата, где то, что раньше считалось какой-то чрезвычайной мерой, знаете, временным злом, на который надо пойти, вот это все начинает превращаться в повседневную норму. Исключение становится правилом. Просто вдумайтесь в эту формулировку. Инструмент управления. Что это значит? А это значит, что государство, оно перешло черту. Была какая-то грань, и вот ее больше нет. То, что раньше было абсолютно недопустимым исключением, теперь стало обычной, стандартной, воспроизводимой процедурой, простым инструментом для контроля над населением. И вот как это выглядело на практике. Возьмем депортации. Если раньше их хоть как-то пытались объяснить военной необходимостью, защитой побережья, безопасностью тыла, то теперь их начинают применять к целым огромным регионам в глубине страны. К районам, которые, вообще никакой очевидной военной угрозы не представляли. Логика тут проста. Исключение окончательно стало правилом. Хорошо. Так как же именно работала эта машина насилия? Важно понимать, она не была какой-то хаотичной, стихийной. Совсем нет. У нее были свои шестеренки, свои рычаги, свои механизмы. Давайте-ка заглянем под капот и разберем ее ключевые компоненты. Эта хронология на самом деле показывает просто ужасающую динамику. Смотрите, все начинается в 1916 году с расширением депортаций. Проходит всего год, и в 1917 мы видим прямые последствия. Голод, болезни – все это приводит к катастрофическому росту смертности. И да, в 1918 году война закончится, но для десятков тысяч людей это уже не будет иметь никакого значения. Будет слишком поздно. И вот один из столпов этой системы — отказ от индивидуального подхода. Появляется вот этот страшный принцип групповой ответственности. Что это значит? А то, что теперь не важно, кто конкретно что-то сделал или не сделал. Вообще не важно. Важна только твоя принадлежность к определенной группе. И решения, и наказания теперь применяются ко всем сразу, ко всей общине целиком. И вот тут мы видим, как работала эта связка центр-регионы. Смотрите, какая схема. Центральное правительство как бы задает общие рамки, дает политическое добро на насилие. А местные власти и элиты на местах уже реализуют это, и зачастую с гораздо большей жестокостью, с особым рвением. В итоге получается такая, гремучая смесь. Политическая легитимность, спущенная сверху, и совершенно дикий произвол снизу.
И, конечно, тут в игру вступает экономика. Куда же без нее? Захват чужого имущества перестает быть просто, таким побочным эффектом насилия. Нет, он становится одной из главных целей. Это уже не просто грабеж, это системная, структурная экспроприация, заложенная в саму основу этой политики. Так как куда же девалось все это отобранное имущество? Дома, земли, деньги. Оно ведь не растворялось в воздухе? Конечно, нет. Оно перераспределялось между ключевыми игроками. Что-то шло государству, что-то армии, очень много местным элитам и даже часть беженцам, которых переселяли на эти земли. И таким образом создавалась целая сеть людей и целых институтов, которые были кровно, материально заинтересованы в том, чтобы все это продолжалось. Итак, мы разобрали, как работала эта система, ее, так сказать, механику. Но за всеми этими абстрактными схемами и терминами всегда стоят живые люди. И вот теперь давайте посмотрим на человеческую цену всего этого, на то, какое разрушительное воздействие это оказало на понтийско-греческую общину. Когда рушатся все привычные социальные связи, когда перестают работать институты, которые веками поддерживали общину, кто страдает больше всего? Ну, конечно, самые уязвимые. Женщины, дети, старики. Все те, кто зависел от этой общинной поддержки. Они остались один на один с этой безжалостной системой, совершенно беззащитны. Знаете, есть одна короткая, но очень емкая фраза из исторических документов, которая, пожалуй, описывает суть происходящего лучше всего. Суть политики была не только и не столько в прямом физическом насилии. Ключевым элементом было создание условий, несовместимых с выживанием. А что это за условия такие? Давайте конкретнее. Это принудительные марши смерти по горам и пустыням. Это массовые депортации, которые неизбежно вели к голоду и эпидемиям. Это когда у людей отбирают все — дом, землю, имущество, лишая их любых средств к существованию. Все это — инструменты того самого непрямого, но от этого не менее смертоносного насилия. И каков результат? К 1917 году весь регион Понта погружается в глубочайший демографический и психологический кризис. И вот что важно, даже в тех районах, где не было прямых массовых убийств, сами вот эти условия, созданные государством, привели к резкому сокращению населения и полному коллапсу местной экономики. Ну и, наконец, давайте поговорим о последствиях. Война закончилась, оружие замолчало, но что осталось после? Остался ущерб, который оказался, по сути, необратимым. И его наследие ощущалось еще долгие-долгие годы. И главный, самый страшный итог — это даже не физические разрушения. Самое страшное, что была разорвана в клочья сама социальная ткань региона. Доверие между разными общинами, которое складывалось столетиями, было просто уничтожено, фундаментально и, возможно, навсегда. И вот мы подходим к главному выводу. В результате всего этого насилия, санкционированное государством, было, по сути, узаконено, легитимировано. Оно стало приемлемым политическим инструментом для решения так называемой проблемы лояльности. И вот это, пожалуй, и есть самое страшное и самое долгосрочное последствие тех событий. И в самом конце вопрос, который, наверное, стоит оставить открытым. Когда насилие становится официальной государственной политикой, как общество вообще может после такого восстановить доверие? Доверие к власти, да. Но что еще важнее, доверие людей друг к другу. Это вопрос, который, к сожалению, не теряет своей актуальности и по сей день.